В этом видео мы расскажем о том, как люди покоряли космос, о первых отважных астронавтах, их подвигах и повседневной жизни на орбите. Мы узнаем, как технологии и наука позволили нам отправиться за пределы нашей планеты и что ждет нас в будущем, когда космические путешествия станут обыденностью. Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии сквозь историю и современность космических исследований, и вместе мы откроем тайны, которые таят звезды. С самого начала своей истории человечество устремляло взоры к звездам. Ночное небо, усыпанное бесчисленными звездами, было источником вдохновения, удивления и научных открытий. Древние цивилизации создавали мифы и легенды о богах, живущих на небесах, и использовали звезды для навигации и определения времени. Звезды и планеты занимали важное место в культуре и науке многих народов. Астрономы античных времен, такие как Гиппарх и Птолемей, создали первые карты звездного неба и теории движения небесных тел. Галилео Галилей, Исаак Ньютон и другие великие умы последующих веков продолжили исследования космоса, заложив основы современной астрономии и физики. Со временем мечта о покорении космоса перешла из области фантазии в реальность. Фантасты, такие как Жюль Верн и Герберт Уэллс, предвосхитили будущее космических путешествий в своих произведениях. Их рассказы о полетах на Луну и Марс зажгли воображение ученых и инженеров, вдохновляя их на реальные достижения. Так началась эра космических исследований, когда люди сделали первый шаг за пределы нашей планеты, стремясь открыть новые горизонты и разгадать тайны Вселенной. Первые шаги. Юрий Гагарин, первый человек в космосе. 12 апреля 1961 года стала важнейшей датой в истории человечества. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. В этот день советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Его полет на космическом корабле «Восток-1» длился всего 108 минут, но он открыл новую эру в истории космических исследований. Запуск ракеты «Восток-1» состоялся с космодрома Байконур. Гагарин облетел Землю на высоте около 327 километров и благополучно приземлился в Саратовской области. Его знаменитая фраза «Поехали» стала символом смелости и стремления к новым горизонтам. Гагарин стал национальным героем и символом достижений советской космической программы. Алан Шепард — первый американец в космосе. Спустя несколько месяцев после полета Гагарина, 5 мая 1961 года, американский астронавт Алан Шепард совершил свой первый суборбитальный полет на космическом корабле «Меркурий» Редстоун-3. Полет, длившийся всего 15 минут, был важным шагом для США в рамках программы «Меркурий». Шепард поднялся на высоту около 187 километров и вернулся на Землю, приземлившись в Атлантическом океане. Несмотря на короткую продолжительность полета, это событие стало важной вехой в космической гонке между США и СССР и подтолкнуло американскую программу к дальнейшим достижениям. Начало космической гонки. Эти два полета ознаменовали начало космической гонки между СССР и США, двух ведущих мировых держав того времени. Каждая страна стремилась доказать свое превосходство в области космических технологий и науки. Это соперничество привело к быстрым достижениям в исследовании космоса и подготовило почву для будущих исторических миссий, таких как высадка человека на Луну. Таким образом, первые шаги в космосе были не только значимыми достижениями для отдельных стран, но и общечеловеческим прорывом, открывшим дорогу к звездам. Программа «Аполлон». Одним из величайших достижений в истории космических исследований стала программа «Аполлон», разработанная НАСА в 1960-х годах. Основная цель программы заключалась в высадке человека на Луну и его безопасном возвращении на Землю. После нескольких испытательных миссий и неудач, таких как пожар на борту Аполлона-1, программа достигла своей кульминации в июле 1969 года. Аполлон-11 — первая высадка на Луну. 20 июля 1969 года человечество сделало огромный шаг вперед.
Командир миссии Нил Армстронг и пилот лунного модуля Базз Олдрин стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Космический корабль «Аполлон-11» стартовал с мыса Канаверал 16 июля 1969 года, а через 4 дня лунный модуль «Орел» приземлился в море спокойствия. Момент, когда Армстронг спустился по лестнице модуля и сделал первый шаг на Луну, сопровождавшийся его знаменитыми словами «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества», стал историческим. На поверхности Луны астронавты провели около 2,5 часов, собирая образцы грунта, устанавливая научные приборы и фотографируя лунный пейзаж. Дальнейшие миссии программы «Аполлон». После «Аполлона-11» были проведены еще несколько успешных миссий на Луну. Каждая из них приносила новые научные данные и помогала лучше понять природу нашего естественного спутника. Среди них такие как Аполлон-12, ноябрь 1969 года, высадка в океане Бурь. Аполлон-14, январь-февраль 1971 года, высадка в районе кратера Фра-Маура. Аполлон-15, июль-август 1971 года, первая миссия с использованием лунного ровера. Аполлон-16, апрель 1972 года, высадка в районе кратера Декарт. Аполлон-17, декабрь 1972 года, последняя миссия с экипажем на Луну, во время которой были собраны значительные научные данные. Программа «Аполлон» не только продемонстрировала технические и научные возможности человечества, но и вдохновила целые поколения на новые свершения в области космических исследований. Высадка на Луну стала символом того, что с достаточным усилием и решимостью можно достичь самых невероятных целей. Жизнь на орбите, скафандры и условия жизни в космосе. Скафандр — это индивидуальный миниатюрный космический корабль, который обеспечивает астронавтам возможность выживания в экстремальных условиях космоса. Он защищает от вакуума, экстремальных температур, радиации и микрометеоритов. Скафандр состоит из нескольких слоев. Внутренний слой, мягкий и гибкий, обеспечивает комфорт и вентиляцию. Изоляционные слои поддерживают постоянную температуру внутри скафандра. Внешний слой устойчив к механическим повреждениям и защищает от микрометеоритов и радиации. Каждый скафандр оснащен системой жизнеобеспечения, включающей запас кислорода, систему удаления углекислого газа, систему терморегуляции и радиосвязь. Некоторые скафандры также оборудованы реактивными ранцами для маневрирования в открытом космосе. Условия жизни в космосе. Жизнь на борту космической станции или корабля значительно отличается от жизни на Земле. Основные отличия связаны с условиями невесомости и ограниченным пространством. Питание. Еда для астронавтов тщательно планируется и упаковывается. Космическая пища включает в себя сублимированные продукты, которые восстанавливаются водой, а также свежие продукты, доставляемые на МКС периодически. Каждый астронавт имеет свой индивидуальный рацион, чтобы удовлетворить личные предпочтения и потребности в питательных веществах. Сон. В условиях невесомости астронавты спят в специальных спальных мешках, прикрепленных к стенам. Это предотвращает их плавание по станции во время сна. Сон в космосе может быть вызовом из-за отсутствия естественного цикла дня и ночи, поэтому используют маски для глаз и беруши для создания комфортных условий. Гигиена. Вода в космосе – ценный ресурс, поэтому для умывания используют влажные салфетки и минимальное количество воды. Мытье волос и чистка зубов также требуют специальных приспособлений. Физическая активность. В условиях невесомости мышцы и кости быстро теряют массу и силу. Астронавты занимаются физическими упражнениями по несколько часов в день на специально разработанных тренажерах, таких как беговые дорожки и велотренажеры, чтобы поддерживать физическую форму. Свободное время. В свободное время астронавты могут заниматься чтением, просмотром фильмов, общением с семьей через видеосвязь, фотографированием Земли и ведением дневников. Психологические аспекты. Длительное пребывание в замкнутом пространстве и удаленность от Земли могут вызывать стресс и психологические трудности. Поэтому психологическая поддержка является важной частью подготовки и поддержки астронавтов во время миссий.
На борту станции создаются условия для релаксации и общения с коллегами, чтобы минимизировать стрессовые ситуации. Таким образом, жизнь на орбите требует тщательной подготовки, дисциплины и адаптации к уникальным условиям космического пространства. Скафандры и системы жизнеобеспечения играют ключевую роль в обеспечении безопасности и комфорта астронавтов, позволяя им успешно выполнять свои задачи на орбите. Жизнь на орбите. Международная космическая станция, МКС. История создания МКС. Это совместный проект космических агентств США, России, Японии, Европы и Канады. Станция начала строиться в 1998 году и с тех пор является крупнейшей обитаемой космической платформой на орбите Земли. Строительство МКС происходило в несколько этапов. Первые модули, такие как российский «Заря» и американский «Юнити», были запущены в 1998 году. В последующие годы к станции добавлялись новые модули, солнечные панели и другие компоненты, что сделало МКС уникальным комплексом для проведения научных исследований и наблюдений за Землей и космосом. Совместная работа астронавтов разных стран. МКС является символом международного сотрудничества в космосе. На станции работают астронавты и космонавты из разных стран, что требует координации и обмена опытом. Рабочий язык на борту МКС – английский и русский. Каждая миссия на МКС планируется таким образом, чтобы на борту всегда находилось не менее 3 членов экипажа, представляющих разные страны. Это позволяет осуществлять круглосуточные исследования и поддерживать станцию в рабочем состоянии. Основные задачи и исследования. МКС служит уникальной лабораторией для проведения множества научных экспериментов в различных областях. Микрогравитация. Исследования в условиях невесомости помогают ученым понять, как гравитация влияет на процессы, происходящие на Земле. Сюда входит изучение физики жидкостей, материаловедения и биологических систем. Биомедицина. На МКС проводятся эксперименты, связанные с воздействием космических условий на здоровье человека. Изучаются изменения в мышцах и костях, иммунной системе и генетике. Эти данные важны для подготовки к длительным космическим полетам, например, на Марс. Земные наблюдения. С помощью камер и датчиков астронавты наблюдают за изменениями на поверхности Земли, такими как климатические изменения, природные катастрофы и экологические процессы. Технологические эксперименты. На МКС тестируются новые технологии, которые могут быть полезны как в космосе, так и на Земле. Сюда входит разработка новых материалов, систем жизнеобеспечения и средств связи. Образование и популяризация науки. Астронавты проводят образовательные программы, показывая школьникам и студентам по всему миру, как проводятся эксперименты в космосе, и рассказывают о жизни на станции. Уникальные особенности МКС. Многофункциональность. МКС является платформой для проведения различных видов исследований и технологических тестов. Долговременность. Станция функционирует на орбите более 2 десятилетий и продолжает активно использоваться. Международное сотрудничество. МКС – пример успешного взаимодействия стран в области космических исследований. Будущее МКС. Планы по эксплуатации МКС включают продление срока ее службы до конца 2020-х годов, а возможно и дольше. Она продолжит служить площадкой для исследований, подготовки к дальним космическим миссиям и местом для развития новых технологий. Таким образом, МКС является важным шагом на пути к расширению человеческого присутствия в космосе, предоставляя уникальные возможности для научных исследований и международного сотрудничества. Выдающиеся миссии и астронавты. Аполлон-13. Трагедия и триумф. Миссия Аполлон-13, запущенная 11 апреля 1970 года, стала одной из самых драматических в истории космических полетов. Изначально планировалось, что экипаж в составе Джеймса Ловелла, Джона Суигерта и Фреда Хейза выполнит высадку на Луну. Однако на второй день полета произошел взрыв одного из кислородных баков, что вызвало серьезное повреждение сервисного модуля и утрату большинства систем жизнеобеспечения. Экипаж и наземные службы НАСА столкнулись с огромными трудностями. Благодаря героическим усилиям инженеров и астронавтов был разработан план по спасению миссии. Экипаж использовал лунный модуль в качестве спасательной шлюпки для возвращения на Землю. После нескольких дней напряженной работы и с минимальными ресурсами
Аполлон-13 благополучно приземлился в Тихом океане 17 апреля 1970 года. Эта миссия стала примером мастерства, решимости и командной работы в условиях кризиса. Челленджер. Трагический урок. Миссия космического шаттла Челленджер, запущенная 28 января 1986 года, должна была стать очередным этапом в исследовании космоса и популяризации науки. На борту находилось 7 членов экипажа, включая первую в истории учительницу в космосе Кристу Макалиф. Однако через 73 секунды после старта шаттл разрушился из-за неисправности в одном из твердотопливных ускорителей. Все члены экипажа погибли, и эта трагедия потрясла мир. Расследование показало, что причиной катастрофы стали поврежденные уплотнительные кольца, которые не выдержали низких температур накануне запуска. Уроки, вынесенные из этой катастрофы, привели к значительным изменениям в процедуре запуска и безопасности космических полетов. Программа шаттлов была приостановлена на 2,5 года, пока не были внесены необходимые изменения. Хаббл. Революция в астрономии. Запуск космического телескопа Хаббл в апреле 1990 года стал важнейшим событием в истории астрономии. Первоначально телескоп столкнулся с проблемой оптики, которая привела к нечетким изображениям. Однако в 1993 году миссия по ремонту Хаббла успешно исправила дефект, установив корректирующую оптику. С тех пор Хаббл стал источником бесценных данных и изображений, которые кардинально изменили наше понимание Вселенной. Телескоп позволил ученым заглянуть в глубокий космос, изучить далекие галактики, черные дыры и экзопланеты. Его наблюдения подтвердили теорию расширения Вселенной и помогли уточнить возраст космоса. Марс-ровер, марсоходы Spirit и Opportunity. Марсоходы Spirit и Opportunity, запущенные в 2003 году, сыграли ключевую роль в исследовании Марса. Они были разработаны для поиска следов воды и изучения геологии Красной планеты. Оба марсохода превзошли свои первоначальные сроки службы. Spirit работал до 2010 года, а Opportunity — до 2018. За время своей работы марсоходы передали на Землю огромное количество данных и фотографий, помогли понять климатическую и геологическую историю Марса и нашли убедительные доказательства наличия жидкой воды в прошлом планеты. Эти открытия подготовили почву для будущих миссий и планов по отправке человека на Марс. Эти знаковые миссии продемонстрировали выдающиеся достижения и способности человечества в исследовании космоса, преодолении трудностей и стремлении к новым рубежам. Валентина Терешкова – первая женщина в космосе. Валентина Терешкова стала первой женщиной, совершившей космический полет. 16 июня 1963 года она стартовала на корабле «Восток-6» и провела в космосе почти 3 дня. Во время своего полета Терешкова облетела Землю 48 раз, демонстрируя, что женщины также способны справляться с экстремальными условиями космического пространства. Ее достижение стало важным шагом в борьбе за гендерное равенство и вдохновило многих женщин по всему миру на стремление к научной карьере и участию в космических программах. Терешкова стала символом женской силы и воли, а также важным примером для будущих поколений астронавтов. Кристофер Хэтфилд – популяризатор науки. Кристофер Хэтфилд, канадский астронавт, известен не только своими достижениями в космосе, но и способностью популяризировать науку и космические исследования. Он провел 3 миссии в космосе, включая командование Международной космической станцией в 2013 году. Во время своего пребывания на МКС Хэтфилд активно делился своими впечатлениями через социальные сети, снимая видеоролики о повседневной жизни на станции и демонстрируя научные эксперименты. Его видеоклип на песню Дэвида Боуи «Space Oddity», снятый на борту МКС, стал вирусным и привлек внимание миллионов людей к космическим исследованиям. Хэтфилд стал неофициальным лицом современной космонавтики, показывая, что наука может быть интересной и доступной для всех. Джон Гленн – пионер американской космонавтики. Джон Гленн – один из первых американских астронавтов, совершивший орбитальный полет на корабле Friendship 7 20 февраля 1962 года. Он стал первым американцем, облетевшим Землю, что стало важным шагом для США в космической гонке.
Гленн также известен тем, что в 1998 году, в возрасте 77 лет, он снова отправился в космос на шаттле Discovery, став самым пожилым человеком, побывавшим на орбите. Его карьера и достижения продемонстрировали стойкость и преданность делу, вдохновляя многих на продолжение исследований космоса. Пегги Уитсон – рекордсменка по пребыванию в космосе. Пегги Уитсон, американская астронавтка, установила несколько рекордов в космической программе НАСА. Она провела в космосе суммарно 665 дней, что является рекордом для американских астронавтов и среди женщин-астронавтов по всему миру. Уитсон также стала первой женщиной, командовавшей Международной космической станцией дважды. Ее достижения показывают, что женщины могут играть ведущие роли в космических исследованиях и устанавливать новые стандарты. Уитсон активно участвовала в научных экспериментах на МКС, способствуя развитию знаний о космосе и его влиянии на человека. Эти выдающиеся астронавты внесли значительный вклад в развитие космических исследований, демонстрируя смелость, преданность и инновационный подход. Их достижения вдохновляют новые поколения исследователей и продолжают расширять горизонты человеческих возможностей в космосе. Будущее космических полетов, планы на Марс. Проекты SpaceX и NASA по колонизации Марса. Марс давно привлекает внимание ученых и инженеров как потенциальное место для обитаемой базы и, возможно, будущей колонии. Среди главных игроков, активно работающих над миссиями на Марс, SpaceX и NASA. Компания SpaceX под руководством Илона Маска имеет амбициозные планы по колонизации Марса. Основные цели включают в себя создание транспортной системы, которая позволит доставить людей и грузы на Красную планету. Главный проект SpaceX — это многоразовый космический корабль Starship. Starship — эта система разрабатывается для выполнения межпланетных перелетов и способна перевозить до 100 человек за один рейс. Планируется, что Starship будет использоваться для перевозки оборудования и материалов для строительства первой марсианской базы. Колонизация. Маск видит будущее, где миллионы людей могут жить и работать на Марсе. SpaceX разрабатывает планы по созданию инфраструктуры для производства топлива и кислорода на месте, используя ресурсы Марса, например, воду из льда. НАСА также активно работает над подготовкой миссий на Марс в рамках своей программы Артемида и плана Марс-2030. Основные направления включают исследования, роботизированные миссии и подготовку к пилотируемым полетам. Марс-2020 ровер, марсоход Perseverance, запущенный в 2020 году, собирает образцы марсианского грунта и исследует возможности для будущих пилотируемых миссий. Орбитальные миссии. НАСА продолжает изучать Марс с помощью орбитальных аппаратов, таких как Mars Reconnaissance Orbiter, которые предоставляют важную информацию о поверхности и атмосфере планеты. Пилотируемая миссия. Планируется отправка людей на Марс в 2030-х годах. Основные задачи включают разработку технологий для обеспечения безопасности астронавтов, создание систем жизнеобеспечения и разработку методов для использования марсианских ресурсов. Технические и человеческие вызовы. Отправка людей на Марс сопряжена с многочисленными техническими и человеческими вызовами. Некоторые из них включают длительность полета. Путь до Марса занимает около 6-9 месяцев в одну сторону, что требует разработки систем жизнеобеспечения для длительных миссий. Радиация. Космическое пространство и поверхность Марса подвергаются высокому уровню радиации, что требует создания надежных систем защиты. Психологические аспекты. Длительное пребывание в замкнутом пространстве и изоляция от Земли могут вызывать стресс и психологические проблемы у астронавтов. Гравитация. Марс имеет только 38% гравитации Земли, что может влиять на здоровье астронавтов, включая мышечную и костную массу. Использование местных ресурсов. Разработка технологий для добычи воды, производства кислорода и топлива из местных материалов необходима для долгосрочного выживания на Марсе. Подготовка к миссиям на Марс включает несколько ключевых этапов. Роботизированные миссии. Отправка роботов для исследования и подготовки места для высадки. Тестирование технологий. Разработка и испытание систем жизнеобеспечения, защиты от радиации и транспортных средств. Обучение экипажа. Подготовка астронавтов к длительным миссиям, включая физическую и психологическую подготовку. Международное сотрудничество.
Совместная работа с другими космическими агентствами и частными компаниями для обмена знаниями и ресурсами. Колонизация Марса — это не только научная и техническая задача, но и большой шаг для всего человечества. Успех этих миссий откроет новые горизонты и покажет, что мы способны адаптироваться и процветать даже в самых суровых условиях космоса. Развитие космического туризма. Космический туризм — одна из самых захватывающих областей коммерческих космических полетов. В последние годы несколько частных компаний сделали значительные шаги к тому, чтобы сделать космические путешествия доступными для обычных людей. Virgin Galactic, основанная Ричардом Брэнсоном, разрабатывает суборбитальные космические полеты для туристов на своем корабле Spaceship 2. Этот корабль поднимается на высоту около 100 километров, позволяя пассажирам испытать невесомость и увидеть кривизну Земли. Программа полетов. Virgin Galactic уже провела несколько успешных тестовых полетов и планирует начать регулярные коммерческие рейсы в ближайшие годы. Компания активно продает билеты, и многие знаменитости и богатые люди уже зарезервировали места на будущие полеты. Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, также занимается развитием космического туризма. Их суборбитальный корабль New Shepard предназначен для краткосрочных полетов в космос. New Shepard — корабль имеет многоразовую ракету и капсулу, которые поднимаются на высоту около 100 километров. Пассажиры могут насладиться видом на Землю из космоса и испытать несколько минут невесомости. Blue Origin уже провела успешные тестовые полеты и планирует начать коммерческие рейсы в ближайшем будущем. SpaceX под руководством Илона Маска также делает шаги в области космического туризма. Их ракета Falcon 9 и космический корабль Crew Dragon предназначены для перевозки людей на орбиту и за ее пределы. Орбитальные полеты. SpaceX уже провела несколько успешных пилотируемых миссий на Международную космическую станцию, МКС, в сотрудничестве с НАСА. В планах компании также есть миссии для частных клиентов, включая полеты вокруг Луны. Перспективы для обычных людей увидеть космос. Развитие коммерческих космических полетов открывает новые возможности для людей, не связанных с космическими агентствами. В ближайшем будущем мы можем ожидать несколько ключевых изменений. Снижение стоимости полетов. По мере развития технологий и увеличения количества полетов, стоимость билетов на космические рейсы будет снижаться, делая их более доступными для широкой публики. Новые направления. Компании планируют не только суборбитальные полеты, но и более длительные миссии, включая орбитальные полеты, посещение Луны и в перспективе Марса. Коммерческие космические станции. Частные компании, такие как Axiom Space, разрабатывают планы по созданию коммерческих космических станций, где люди смогут работать и отдыхать. Участие в научных исследованиях. Космические туристы смогут не только наслаждаться видами, но и участвовать в научных экспериментах, проводимых на борту космических кораблей и станций. Влияние на экономику и общество. Коммерческие космические полеты могут оказать значительное влияние на мировую экономику и общество в целом. Экономическое развитие. Развитие космического туризма и коммерческих полетов создаст новые рабочие места и стимулирует развитие технологий и инфраструктуры. Образование и наука. Увеличение числа людей, посещающих космос, повысит интерес к науке и технике среди молодежи и широкой публики. Глобальное сотрудничество. Коммерческие полеты могут способствовать укреплению международного сотрудничества в области космических исследований и технологий. Экологическое осознание. Виды Земли из космоса могут способствовать повышению осознания важности защиты нашей планеты и устойчивого развития. Таким образом, коммерческие космические полеты обещают открыть новые горизонты для человечества, делая космос доступным не только для профессиональных астронавтов, но и для обычных людей. Эти изменения приведут к новым экономическим возможностям, научным открытиям и глобальному сотрудничеству. Покорение космоса — это не просто техническое достижение, но и свидетельство человеческой смелости, стремления к новым горизонтам и сотрудничества. История космических полетов показывает, что с достаточной решимостью и инновациями мы способны преодолеть любые трудности. Будущее космических исследований обещает быть еще более захватывающим. Мы стоим на пороге новых открытий и достижений, которые не только изменят наше понимание Вселенной, но и повлияют на жизнь на Земле. Космические исследования всегда были и остаются символом человеческого стремления к познанию и преодолению границ.
Каждый шаг, сделанный в космосе, открывает новые горизонты и вдохновляет нас на большие свершения здесь, на Земле. Космос — это не просто дальние планеты и звезды, это будущее нашего человечества. Космические исследования позволяют нам решать множество задач, которые важны для выживания и процветания нашей цивилизации. Они дают нам новые технологии, которые мы применяем в повседневной жизни, помогают лучше понять нашу планету и окружающую среду, и вдохновляют новые поколения на изучение науки и инженерии. Стремление к звездам объединяет людей всех наций и культур, показывая, что мы способны на великие дела, когда работаем вместе. Международные космические проекты, такие как МКС, демонстрируют, что сотрудничество может преодолеть любые политические и социальные барьеры, создавая общий путь к знаниям и прогрессу. В будущем космические исследования обещают открыть новые миры и возможности для человечества. Полеты на Марс, создание лунных баз и дальнейшие путешествия за пределы Солнечной системы — все это не только амбициозные цели, но и необходимые шаги для обеспечения нашего выживания и устойчивого развития. Они помогут нам решить проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Земле, от изменения климата до нехватки ресурсов. Исследование космоса вдохновляет нас мечтать о большем и стремиться к лучшему. Оно напоминает нам, что границы существуют только в нашем воображении и что с решимостью, упорством и инновациями мы способны преодолеть любые препятствия. Давайте продолжать смотреть на звезды с надеждой и стремлением, зная, что каждый наш шаг в космосе — это шаг к лучшему будущему для всего человечества. Впереди нас ждет множество удивительных открытий и приключений, и вместе мы сможем сделать невозможное возможным. Ставь лайк, подписывайся на канал, бей в бубенчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всего наилучшего и до новых встреч!